Кольцо Тота. Мистер Джон Ванситтарт Смит, член Королевского общества, проживавший по адресу улица Гауэр, дом 147А, был человеком, чья кипучая энергия и ясность мысли могли бы поместить его в самый первый ряд выдающихся ученых-наблюдателей. Однако он стал жертвой всепоглощающего тщеславия, которое побуждало его стремиться к успеху во множестве самых разных дисциплин, вместо того, чтобы добиться истинного превосходства в какой-то одной. В молодые годы он проявил такие блестящие способности к зоологии и ботанике, что друзья уже видели в нем второго Дарвина. Но когда профессорская должность была практически у него в кармане, он внезапно бросил эти занятия и полностью переключил свое внимание на химию. На этом поприще его исследования спектров металлов принесли ему звание члена Королевского общества. Однако он снова начал кокетничать со своей наукой и после года отсутствия в лаборатории вступил в Восточное общество. Там он представил доклад об иероглифических и дематических надписях Эль-Каба, явив тем самым ярчайший пример как универсальности, так и крайнего непостоянства своих талантов. Однако даже самые ветреные ухажеры рано или поздно оказываются пойманными в сети. Так случилось и с Джоном Ванситтартом Смитом. Чем глубже он погружался в египтологию, тем больше его поражало то необъятное поле, которое она открывала для исследователя. Его захватила крайняя важность науки, обещавшей пролить свет на первые зародыши человеческой цивилизации и на истоки большей части наших искусств и ремесел. Мистер Смит был настолько очарован этой темой, что безотлагательно женился на молодой особе, также увлеченной египтологией, которая к тому времени уже написала труд о шестой династии. Обеспечив себе таким образом надежную базу для дальнейших действий, он принял за подготовку монументального труда, который должен был объединить в себе дотошность исследований Лепсиуса и гениальную проницательность Шампальона. Написание этой главной книги его жизни требовало частых и поспешных визитов в великолепные египетские залы Лувра. Во время последней поездки, которая состоялась не далее, как в середине прошлого октября, он и оказался вовлечен в самое странное и примечательное приключение. Поезды шли медленно, а пролив Ла-Манш был неспокойным, так что исследователь прибыл в Париж в несколько разбитом и лихорадочном состоянии. Добравшись до гостиницы «Отель де Франс» на улице Лафит, он в изнеможении бросился на диван. Однако, поняв через пару часов, что уснуть ему не удастся, он решил, несмотря на сильную усталость, дойти до Лувра, выяснить один спорный вопрос, ради которого и приехал, и ночным поездом вернуться обратно в Дьепп. Приняв решение, он надел тяжелое пальто, ведь день стоял сырой и дождливый, и отправился в путь через Итальянский бульвар и вниз по проспекту Оперы. Оказавшись в Лувре, он сразу почувствовал себя на знакомой территории и быстро направился к коллекции папирусов, с которой и намеревался свериться. Даже самые пылкие поклонники Джона Ванситтарта Смита едва ли могли назвать его красавцем. Его высокий ястребиный нос и резко выдающийся подбородок несли в себе ту же острую и проницательную силу, которая отличала его ум. Он держал голову на птичий манер. Чисто птичьим было и это его характерное, клюющее движение головой, с которым в разговоре он так и сыпал возражениями и колкими ответами. Когда он стоял перед витриной, подняв высокий воротник пальто до самых ушей, он мог видеть в отражении стекла, насколько необычной и странной была его внешность. Тем не менее, для него это стало неприятным потрясением, когда позади вдруг раздался отчетливый английский голос, громко произнесший: «Какой странный, чудаковатый смертный». В характере ученого было немало мелкого тщеславия, которое обычно выражалось в показном, утрированном пренебрежении к чужому мнению о своей персоне. Он плотно сжал губы и застыл, уставившись на свиток папируса, пока его сердце переполнялось горячью и злостью против всего племени странствующих британских туристов. «Да уж», — отозвался другой голос,
парень и впрямь удивительный. «Знаешь», — продолжил первый собеседник, — «можно легко поверить, что от постоянного созерцания мумий этот тип и сам уже наполовину превратился в мумию. Во всяком случае, лицо у него определенно египетского типа», — согласился второй. Джон Ванситтарт Смит круто повернулся на каблуках, намереваясь пристыдить соотечественников парой язвительных и уничтожающих замечаний. Однако, к его крайнему удивлению и облегчению, двое разговаривавших молодых людей стояли к нему спиной. Они увлеченно разглядывали одного из смотрителей Лувра, который полировал медные детали интерьера на другом конце зала. «Картер будет ждать нас в Пале-Рояль», — сказал один турист другому, взглянув на часы, и они, громко стуча каблуками, удалились, оставив исследователя наедине с его трудами. «Интересно, что эти болтуны называют лицом египетского типа», — подумал Джон Ванситтарт Смит и слегка сместился в сторону, чтобы мельком увидеть лицо мужчины. Он вздрогнул, как только его взгляд упал на служителя. Это действительно было то самое лицо, которое его научные студии сделали столь знакомым. Классические статуарные черты, широкий лоб, округлый подбородок и темный цвет кожи были точным аналогом бесчисленных статуй, футляров мумий и рисунков, украшавших стены его собственной квартиры. Совпадение было исключено. Этот человек определенно был египтянином. Характерная угловатость плеч и узкие бедра сами по себе были достаточными признаками, чтобы опознать в нем уроженца Нила. Джон Ванситтарт Смит неторопливо направился к смотрителю с намерением заговорить с ним. Он не отличался легкостью общения, и ему всегда было трудно найти золотую середину между резкостью начальника и доброжелательностью равного. Когда он приблизился, мужчина повернулся к нему в профиль, но все равно не отрывал взгляда от работы. Ванситтарт Смит, уставившись на кожу служителя, внезапно поймал себя на мысли, что в ее облике есть что-то нечеловеческое и сверхъестественное. Над виском и на скуле она была словно покрыта глазурью и блестела, как лакированный пергамент. На этой иссушенной поверхности невозможно было представить даже каплю влаги. Однако от бровей до подбородка все лицо было исчерчено миллионом тончайших морщин, которые разбегались и переплетались, словно природа в каком-то маорийском порыве попыталась проверить, насколько дикий и сложный узор она способна изобрести. «Уэля коллексиен де Мемфиес?» — спросил исследователь с неловким видом человека, который придумывает вопрос исключительно ради того, чтобы завязать разговор. «Сьестля», — резко ответил мужчина, кивнув головой в сторону другой части зала. «Вуит сьюэн эджиптирн, ньест чипас?» — спросил англичанин. Смотритель поднял голову и устремил свои странные темные глаза на вопрошавшего. Они были стекловидными, с туманным, сухим блеском, такими, каких Смит никогда прежде не видел у человека. Вглядываясь в них, он заметил, как из самой глубины поднялась сильная эмоция, которая нарастала и обострялась, пока не превратилась в выражение чего-то, похожего одновременно на ужас и на ненависть. «Нан, монсьеур, чсуис франсиес». Мужчина резко отвернулся и низко наклонился над своей полировкой. Ученый с изумлением посмотрел на него какое-то мгновение, а затем прошел к стулу, стоявшему в уединенном уголке за одной из дверей, и принялся делать заметки, изучая папирусы. Однако его мысли отказывались возвращаться в привычное русло. Они то и дело возвращались к загадочному слуге с лицом сфинкса и пергаментной кожей. «Где я видел такие глаза?» — спрашивал себя Ванситтарт Смит. В них есть что-то ящероподобное, что-то рептильное. Напоминает мигательную перепонку у змей, задумчиво произнес он, размышляя о своих прежних зоологических исследованиях. Это создает характерный блестящий эффект. Но здесь было нечто большее.
чувствовались сила, мудрость. Именно так я это прочитал, и усталость, безграничная усталость и невыразимое отчаяние. Может, это всего лишь игра воображения, но у меня никогда не было столь сильного впечатления. Черт возьми, мне нужно взглянуть на них еще раз. Он встал и принялся ходить по египетским залам, но человек, пробудивший его любопытство, бесследно исчез. Исследователь снова сел в свой тихий уголок и продолжил работать над записями. Он уже получил из папирусов всю необходимую информацию, и теперь оставалось лишь перенести ее на бумагу, пока воспоминания были свежи. Какое-то время его карандаш быстро двигался по страницам, но вскоре строчки стали менее ровными, слова более размытыми, и в конце концов карандаш с тихим стуком покатился по полу, а голова ученого тяжело опустилась на грудь. Утомленный долгим путем, он уснул на своем уединенном посту за дверью так крепко, что ни шаги вооруженных гвардейцев, ни топот запоздалых посетителей, ни даже громкий, хриплый звон колокола, извещающий о закрытии музея, не смогли его разбудить. Сумерки сгустились в темноту. Шум с улицы Рю-де-Риволи сначала усилился, а затем пошел на убыль. Далекий собор Нотр-Дам пробил полночь, но темная, одинокая фигура все так же неподвижно сидела в глубокой тени. Лишь около часа ночи, внезапно вздрогнув и судорожно вдохнув воздух, Ванситарт Смит вернулся в сознание. На мгновение ему показалось, будто он заснул дома, в своем рабочем кресле. Однако луна, то и дело проглядывавшая сквозь незашторенное окно, осветила ряды мумий и бесконечные ряды полированных витрин, и он отчетливо вспомнил, где находится и как здесь оказался. Исследователь не был робкого десятка. Ему даже нравилось попадать в необычные ситуации, черта, весьма характерная для его соотечественников. Потянув затекшие конечности, он взглянул на часы и тихонько рассмеялся, увидев время. Этот случай станет прекрасной байкой, которой можно будет разбавить сухие научные рассуждения в его следующем докладе. Он немного замерз, но чувствовал себя совершенно бодрым и посвежевшим. Не мудрено, что смотрители не заметили его, ведь дверь отбрасывала на его уголок густую черную тень. Абсолютная тишина производила глубокое впечатление. Ни снаружи, ни внутри не слышалось ни скрипа, ни шороха. Он остался один на один с мертвецами ушедшей цивилизации. Ну и пусть внешний мир за стенами Лувра насквозь пропитан кричащим XIX веком. Здесь, в этом зале, едва ли нашлась бы хоть одна вещь, от высохшего пшеничного колоска до коробочки с красками древнего живописца, которая не выстояла бы в борьбе против 4000 лет. Это были обломки, выброшенные Великим океаном времени с берегов той далекой империи. Сюда, в эти залы, были свезены реликвии из величественных Фив, из царственного Луксора, из великих храмов Гелиополя и из сотни разграбленных гробниц. Ученый окинул взглядом безмолвные фигуры, смутно проступавшие во мраке, посмотрел на древних тружеников, обретших теперь столь глубокий покой, и им овладело благоговейное, созерцательное настроение. Он с особой остротой почувствовал собственную молодость и ничтожность. Откинувшись на спинку стула, он мечтательно уставился вглубь длинной анфилады залов, залитых серебристым лунным светом, которая тянулась через все крыло этого огромного здания. И вдруг его взгляд наткнулся на желтый отсвет далекой лампы. Джон Ванситарт Смит выпрямился на стуле, все его нервы мгновенно натянулись. Огонек медленно приближался к нему, время от времени замирая, а затем снова двигаясь вперед рывками. Тот, кто нес лампу, перемещался бесшумно. В гробовой тишине не было слышно даже намека на шаги. В голову англичанина закралась мысль о грабителях. Он поглубже забился в свой угол. Свет был уже через 2 зала.
Вот он проник в соседнюю комнату, но вокруг по-прежнему царило безмолвие. С чувством, похожим на трепет страха, исследователь разглядел лицо, словно парившее в воздухе позади яркого пламени лампы. Сама фигура тонула в тени, но свет падал прямо на странное, возбужденное лицо. Невозможно было ошибиться, эти металлические, блестящие глаза и мертвенно-бледная кожа принадлежали тому самому служителю, с которым он разговаривал днем. Первым порывом Ванситтарта Смита было выйти вперед и окликнуть его. Нескольких слов объяснения хватило бы, чтобы прояснить ситуацию, и тогда его наверняка вывели бы к какому-нибудь боковому выходу, откуда он смог бы добраться до гостиницы. Однако в движениях вошедшего в зал человека было столько скрытности, а в выражении лица столько вороватости, что англичанин изменил свое намерение. Это явно не был обычный смотритель, совершающий обход. На парне были туфли на войлочной подошве, он двигался крадучись, высоко держа грудь, и быстро озирался слева направо, а его порывистое, хриплое дыхание заставляло трепетать пламя лампы. Ванситтарт Смит затаился в углу и стал пристально наблюдать за ним, убежденный, что цель ночного визита была тайной и, скорее всего, зловещей. В действиях незнакомца не было ни тени нерешительности. Он легко и быстро пересек зал, подошел к одной из больших витрин и, достав из кармана ключ, отпер ее. С верхней полки он снял мумию, бережно понес ее и с величайшей осторожностью и заботой опустил на пол. Рядом он поставил лампу, а затем, усевшись возле нее на восточный манер, скрестив ноги, принялся длинными, дрожащими от волнения пальцами разворачивать погребальные пелены и бинты, стягивавшие тело. По мере того, как шуршащие рулоны льняной ткани отделялись один за другим, зал наполнялся резким ароматом благовоний, а кусочки пахучего дерева и пряности с тихим стуком сыпались на мраморный пол. Джону Ванситтарту Смиту стало совершенно ясно, что эту мумию еще никогда не разворачивали. Сам процесс чрезвычайно его заинтересовал. Он весь трепетал от любопытства, а его птичья голова все дальше и дальше высовывалась из-за двери. Однако, когда последний виток бинта был снят с 4000-летней головы, ему стоило огромных усилий сдержать крик изумления. Сначала на руки и плечи смотрителя хлынул водопад длинных, черных, блестящих волос. Второй оборот повязки открыл невысокий белый лоб с изящно очерченными дугами бровей. Третий обнажил блестящие, обрамленные густыми ресницами глаза и прямой, точеный нос. Четвертый и последний виток явил миру нежные, полные, чувственные губы и красиво очерченный подбородок. Все это лицо отличалось необыкновенной, редкой красотой, за исключением единственного изъяна. Прямо посреди лба темнело небольшое неправильной формы пятнышко цвета кофе. Это был истинный триумф искусства древних бальзамировщиков. У Ванситтарта Смита от удивления глаза округлялись все больше и больше, и он довольно защелкал языком. Однако то впечатление, которое мумия произвела на египтолога, было ничто по сравнению с реакцией странного служителя. Он всплеснул руками, разразился потоком резких, отрывистых слов, а затем, бросившись на пол прямо перед мумией, обнял ее и стал осыпать непрерывными поцелуями ее губы и лоб. «Мапетити!» Стонал он по-французски. «Мапетити!» Его голос срывался от нахлынувших чувств, а бесчисленные морщины на лице дрожали и кривились. Однако исследователь при свете лампы заметил, что блестящие глаза мужчины оставались сухими, в них не было ни слезинки, и они по-прежнему походили на две стальные бусины. Несколько минут он лежал, подергиваясь всем телом, нежно приговаривая и оплакивая прекрасную голову. Затем на его лице вдруг промелькнула улыбка, он произнес несколько слов на каком-то неизвестном языке и резко вскочил на ноги с решительным видом человека, который собрался с духом ради важного дела.
Посреди зала стояла большая круглая витрина, в которой, как ученый не раз подмечал ранее, хранилась великолепная коллекция раннеегипетских колец и драгоценных камней. К ней то и зашагал служитель. Он отпер ее и распахнул настежь. На край витрины он поставил лампу, а рядом маленький глиняный кувшинчик, который достал из кармана. Затем он взял горсть колец и с крайне серьезным и тревожным лицом принялся поочередно смазывать каждое из них какой-то жидкой субстанцией из кувшинчика, поднося их ближе к свету. Первая партия его явно разочаровала, он раздраженно швырнул кольца обратно и достал следующие. Одно из них, массивное кольцо с крупным граненым хрусталем, он схватил и с надеждой проверил жидкостью из сосуда. В то же мгновение из его груди вырвался радостный крик. Он дико взмахнул руками, случайно опрокинув кувшинчик, и жидкость потекла по полу прямо к ногам англичанина. Смотритель выхватил из-за пазухи красный носовой платок и, вытирая лужу, двинулся по ее следу прямо в угол, где лицом к лицу столкнулся со своим наблюдателем. «Простите меня», — сказал Джон Ванситтарт Смит со всей возможной вежливостью, — «мне не повезло заснуть за этой дверью». «И вы шпионили за мной?» — спросил тот по-английски, и на его мертвенно-бледном лице появилось крайне злобное выражение. Ученый всегда отличался правдивостью. «Признаюсь», — ответил он, — «я наблюдал за вашими действиями, и они возбудили во мне любопытство и интерес в самой высшей степени». Мужчина выхватил из-за пазухи длинный нож с волнистым, словно пламя, лезвием. «Вы были на волосок от смерти», — произнес он. «Если бы я заметил вас 10 минут назад, я бы пронзил этим ножом ваше сердце. И сейчас, если вы тронете меня или попытаетесь как-то помешать, вы покойник». «У меня нет ни малейшего желания вам мешать», — ответил исследователь. «Мое присутствие здесь — чистая случайность. Все, о чем я прошу, это проявить крайнюю любезность и выпустить меня через какую-нибудь боковую дверь». Он говорил очень мягко и вкрадчиво, поскольку мужчина все еще прижимал кончик кинжала к ладони левой руки, словно проверяя его остроту, а лицо его сохраняло злобное и угрожающее выражение. «Если бы я только думал», — протянул он. «Впрочем, нет, пожалуй, так даже лучше». «Как ваше имя?» Англичанин назвался. «Ванситтарт Смит», — повторил служитель. «Вы тот самый Ванситтарт Смит, который выступал в Лондоне с докладом об ЛКБ?» «Я видел отчет о нем. Ваши познания в этой области просто ничтожны». «Сударь», — возмутился египтолог. «И все же они превосходят познания многих других, кто претендует на гораздо большее. Главным краеугольным камнем нашей древней жизни в Египте были вовсе не надписи и не монументы, которым вы придаете такое значение. Им была наша герметическая философия и мистические знания, о которых вы не говорите почти ничего. Нашей древней жизни». Широко раскрыв глаза, повторил ученый и вдруг ахнул: «Боже правый, посмотрите на лицо мумии». Странный человек резко повернулся и направил луч света на мертвую женщину, издав долгий, скорбный крик. Воздействие воздуха уже успело разрушить все искусство древнего бальзамировщика. Кожа опала, глаза провалились внутрь, потемневшие губы усохли и обнажили желтые зубы. И лишь бурое пятнышко на лбу свидетельствовало о том, что еще несколько коротких минут назад это было то самое лицо, которое сияло молодостью и красотой. Мужчина в ужасе и горе всплеснул руками. Затем, пересилив себя огромным искушением воли, он снова устремил свой тяжелый взгляд на англичанина. «Это неважно», — произнес он дрожащим от волнения вкупе с облегчением голосом. «Теперь это уже неважно.
Я пришел сюда этой ночью с твердой решимостью довести дело до конца. И оно сделано. Все остальное — пустяки. Я нашел то, что искал. Древнее проклятие разрушено. Я могу воссоединиться с ней. Какое значение имеет ее безжизненная оболочка, если ее дух уже ждет меня по ту сторону завесы? «Вы говорите безумные вещи», — сказал Ванситтарт Смит. Он все больше убеждался, что имеет дело с сумасшедшим. «Время торопит, и мне пора идти», — продолжал смотритель. Настал миг, которого я ждал все это томительное время. Но сначала я должен вас выпустить. Идите за мной. Подобрав лампу, он повернулся и покинул разворошенный зал, быстро поведя исследователя через длинную анфиладу египетских, ассирийских и персидских комнат. В самом конце персидского зала он толкнул неприметную, врезанную в стену оконную или потайную дверь и спустился по винтовой каменной лестнице. Англичанин почувствовал, как прохладный, свежий ночной воздух коснулся его лба. Прямо перед ним была дверь, которая, судя по всему, вела на улицу. Справа от нее другая дверь стояла приоткрытой, отбрасывая в коридор яркую струю желтого света. «Зайдите сюда», — коротко бросил служитель. Ванситтарт Смит заколебался. Он надеялся, что его приключение уже подошло к концу. И все же любопытство в нем оказалось сильнее страха. Он не мог уйти, оставив эту загадку неразгаданной, а потому послушно шагнул вслед за своим странным спутником в освещенную комнату. Это было небольшое помещение, обычно отводимое для консьержа. В камине весело потрескивали дрова. С одной стороны стояла простая складная кровать, с другой — грубый деревянный стул, а в самом центре — круглый стол с остатками трапезы. Когда гость окинул комнату взглядом, он не мог не заметить с очередным трепетом удивления, что все мелкие предметы здесь отличались самым причудливым и старинным исполнением. Подсвечники, вазы на каминной полке, каминные щипцы, украшения на стенах — все это было именно таким, что он привык связывать исключительно с далеким прошлым. Сухощавый мужчина с тяжелым взглядом опустился на край кровати и жестом пригласил гостя сесть на стул. «Возможно, во всем этом есть высший замысел», — сказал он, по-прежнему говоря на прекрасном английском языке. «Возможно, мне суждено оставить после себя этот рассказ как предостережение всем безрассудным смертным, которые пытаются противопоставить свой разум законам самой природы. Я вверяю его вам. Распоряжайтесь им, как сочтете нужным. Сейчас я говорю с вами, уже стоя ногами на самом пороге иного мира. Я, как вы и догадались, египтянин. Но не из той угнетенной расы рабов, что населяет ныне дельту Нила, а выживший представитель того более сурового и стойкого народа, который подчинил себе евреев, прогнал эфиопов обратно в южные пустыни и возвел те величественные сооружения, что стали предметом зависти и восхищения всех последующих поколений. Я впервые увидел свет в правлении Тутмоса за 1600 лет до Рождества Христова. Вы отстраняетесь от меня? Подождите, и вы поймете, что я заслуживаю скорее жалости, чем страха. Мое имя было Созра. Мой отец служил верховным жрецом Осириса в великом храме Авариса, который стоял в те дни на Бубастийском рукаве Нила. Я воспитывался в этом храме и был обучен всем тем мистическим искусствам, о которых упоминается в вашей Библии. Я оказался способным учеником. Еще до того, как мне исполнилось 16 лет, я постиг все, чему мог научить меня самый мудрый жрец. С тех пор я стал изучать тайны природы самостоятельно и ни с кем не делился своими знаниями. Из всех вопросов, занимавших меня, не было ни одного,
над которым я трудился бы так долго и упорно, как над природой самой жизни. Я глубоко проник в жизненный принцип. Целью медицины всегда было изгнание уже проявившейся болезни. Мне же казалось, что можно изобрести метод, который бы так укрепил тело, что слабость или смерть вообще не смогли бы им овладеть. Мне незачем подробно описывать свои изыскания. Вы едва ли поймете их, даже если я расскажу. Свои опыты я проводил части на животных, части на рабах, а частью на самом себе. Достаточно сказать, что их результатом стало получение вещества, которое при введении в кровь наделяло тело силой сопротивляться воздействию времени, насилия или болезней. Оно не даровало истинного бессмертия, но его действие продолжалось многие тысячи лет. Я опробовал его на кошке, а затем отравил ее самыми смертоносными ядами. Эта кошка жива в Нижнем Египте и по сей день. В этом деле не было никакой мистики или магии. Это было чисто химическое открытие, которое вполне может быть совершено вновь. В молодости любовь к жизни бьет через край. Мне казалось, что я избавился от всех человеческих забот, раз уж сумел уничтожить боль и отодвинуть смерть на такое огромное расстояние. С легким сердцем я ввел это проклятое вещество в свои вены. Затем я стал искать кого-то, кому мог бы принести пользу. Был один молодой жрец Тота по имени Пармес, который завоевал мое расположение своим ревностным нравом и преданностью науке. Ему я открыл свой секрет и по его просьбе ввел ему свой эликсир. Теперь, размышлял я, у меня всегда будет спутник одного со мной возраста. После этого великого открытия я в какой-то мере забросил свои занятия, но Пармес продолжил свои с удвоенной энергией. Каждый день в храме Тота я видел, как он работает со своими колбами и перегонными кубами, но он мало что говорил мне о результатах своих трудов. Сам же я любил прогуливаться по городу и с ликованием смотреть вокруг, думая о том, что всему этому суждено исчезнуть, и лишь я один останусь. Люди кланялись мне при встрече, ибо слава о моих познаниях разнеслась повсюду. В то время шла война, и великий царь отправил своих воинов на восточную границу, чтобы прогнать гиксосов. В Аварис также был назначен наместник, дабы удерживать город для царя. Я много слышал о красоте дочери этого наместника, и вот однажды, когда мы гуляли с Пармесом, мы встретили ее, рабы несли ее на плечах. Любовь поразила меня подобно удару молнии. Мое сердце вырвалось из груди. Я готов был броситься под ноги ее носильщикам. Это была моя женщина. Жизнь без нее стала невозможной. Я поклялся головой гора, что она будет моей. Я поклялся в этом жрецу Тота. Он отвернулся от меня, и лицо его было чернее полуночи. Нет нужды рассказывать вам о нашем ухаживании. Она полюбила меня так же сильно, как и я ее. Я узнал, что Пармес увидел ее раньше меня и открыл ей свою любовь, но я лишь посмеивался над его страстью, ибо знал, что ее сердце принадлежит мне. Вскоре на город обрушилась белая чума, и многие были поражены ею, но я возлагал руки на больных и выхаживал их без всякого страха и вреда для себя. Она восхищалась моей отвагой. Тогда я открыл ей свою тайну и умолял позволить мне применить мое искусство и к ней. «Твоя красота тогда никогда не увянет, Атма», — сказал я. «Все остальное может исчезнуть, но мы с тобой и наша великая любовь друг к другу переживем саму гробницу царя Хефрена». Но она была полна робких, девичьих сомнений. «Правильно ли это?» — спрашивала она. «Не будет ли это нарушением воли богов? Если бы великий Осирис пожелал, чтобы наши годы были столь долгими, разве он сам не устроил бы это?» Нежными и любящими словами я рассеял ее сомнения,
но она все еще колебалась. «Это слишком важный вопрос», — говорила она. Ей нужно подумать над этим всего одну эту ночь. Утром я узнаю ее решение. Конечно, одна ночь — это не такая уж большая просьба. Она хотела помолиться Исиде, чтобы та помогла ей сделать выбор. С замиранием сердца и мрачным предчувствием беды я оставил ее на попечении служанок. Утром, как только закончилось раннее жертвоприношение, я поспешил к ее дому. На ступенях меня встретила напуганная рабыня. «Ее госпожа больна», — говорила она, — «очень больна». В выступлении я прорвался сквозь слуг и бросился по залам и коридорам к покоям моей Атмы. Она лежала на ложе, высоко откинув голову на подушку, с бледным лицом и стекленеющим взором. Я сразу узнал это страшное, адское клеймо. То был след белой чумы, автограф самой смерти. Зачем мне говорить о том ужасном времени? Месяцами я был безумен, метался в лихорадке и бреду, и все же не мог умереть. Никогда ни один араб в пустыне не жаждал так глотка прохладной воды, как я жаждал смерти. Если бы яд или сталь могли перерезать нить моего существования, я бы уже давно воссоединился со своей любимой в той стране, куда ведет узкий земной чертог. Я пытался, но все было тщетно. Проклятое действие эликсира во мне было слишком сильно. И вот однажды ночью, когда я лежал на своем ложе, слабый и изнуренный, в мою комнату вошел Пармес, жрец Тота. Он встал в круг света от лампы и посмотрел на меня глазами, которые сияли безумной радостью. «Почему ты позволил девушке умереть?» — спросил он. «Почему ты не укрепил ее тело так же, как укрепил мое?» «Я опоздал», — ответил я, — «но я и забыл. Ты ведь тоже любил ее. Ты мой товарищ по несчастью. Разве не ужасно думать о веках, которые должны пройти, прежде чем мы снова увидим ее? Какими же глупцами мы были, посчитав смерть своим врагом? Это ты можешь так говорить. Вскричал он с диким смехом. Из твоих уст эти слова звучат складно. Для меня же они не имеют никакого смысла. Что ты имеешь в виду? Воскликнул я, приподнимаясь на локте. Наверное, друг мой, это горе помутило твой рассудок. Его лицо пылало восторгом, он содрогался и трепетал, словно в него вселился бес. «Ты знаешь, куда я направляюсь?» — спросил он. «Нет», — ответил я, — «не знаю». «Я иду к ней», — сказал он. Она лежит набальзамированная в дальней гробнице у двойной пальмы за городской стеной. «Зачем тебе идти туда?» — спросил я. «Умирать», — закричал он. «Умирать. Я больше не скован земными оковами. Но ведь эликсир в твоей крови», — воскликнул я. «Я смог одолеть его», — ответил он. «Я нашел более сильное вещество, которое разрушит его действие. Оно течет в моих венах прямо сейчас, и через час я буду мертв. Я присоединюсь к ней, а ты останешься здесь». Посмотрев на него, я понял, что он говорит правду. Безумный огонь в его глазах подсказал мне, что он действительно оказался сильнее власти эликсира. «Ты научишь меня!» — закричал я. «Никогда!» — ответил он. «Умоляю тебя мудростью Тота, величием Анубиса». «Это бесполезно», — холодно отрезал он. «Тогда я сам разгадаю этот секрет». Крикнул я. «У тебя не выйдет», — ответил он. «Я нашел его случайно. Есть один ингредиент,
который ты никогда не сможешь достать. Кроме того количества, что сокрыто в кольце Тота, больше ни капли этого противоядия никогда не будет создано. В кольце Тота. Повторил я. Но где же тогда само кольцо Тота? Этого ты тоже никогда не узнаешь, ответил он. Ты завоевал ее любовь при жизни. Но кто выиграл в итоге? Я оставляю тебя прозябать в твоей жалкой земной жизни. Мои цепи разбиты. Мне пора. Он круто повернулся на каблуках и выбежал из комнаты. А утром пришла весть, что жрец Тота мертв. Все мои последующие дни прошли в непрерывных трудах. Я должен был найти этот тончайший яд, способный уничтожить действие эликсира. С раннего рассвета до полуночи я склонялся над пробирками и плавильной печью. Прежде всего я собрал все папирусы и химические сосуды жреца Тота. Увы, они мало чему смогли меня научить. Кое-где случайный намек или обрывок фразы зарождали надежду в моей груди, но из этого так ничего и не выходило. И все же месяц за месяцем я продолжал бороться. Когда мое сердце совсем падало духом, я отправлялся к гробнице у пальм. Там, стоя у безжизненного ларца, из которого было похищено мое главное сокровище, я чувствовал ее нежное присутствие и шептал ей, что обязательно вернусь к ней, если только человеческий разум способен разгадать эту загадку. Пармес говорил, что его открытие связано с кольцом Тота. Я смутно помнил это украшение. То был крупный, массивный перстень, сделанный не из золота, а из более редкого и тяжелого металла, который добывали в рудниках у горы Харбал. Вы называете этот металл платиной. В кольцо, как я помнил, был вставлен полый хрусталь, в котором можно было хранить несколько капель жидкости. Секрет Пармеса не мог крыться в самом металле, ведь в храме было множество платиновых колец. Разве не логичнее было предположить, что свое драгоценное противоядие он спрятал именно внутри хрустальной полости? Едва я пришел к этому выводу, как, перебирая его бумаги, наткнулся на запись, подтверждавшую, что все именно так и было, и что часть жидкости осталась неиспользованной. Но как отыскать это кольцо? На его теле, когда его раздевали для бальзамирования, перстня не оказалось, в этом я убедился лично. Среди его личных вещей его тоже не было. Тщетно я обыскивал каждую комнату, куда он заходил, каждый ящик, вазу и предмет мебели, которыми он владел. Я просеивал сам песок пустыни в тех местах, где он любил гулять. Но, что бы я ни делал, мне не удалось обнаружить ни малейшего следа кольца Тота. И все же, возможно, мои упорные поиски преодолели бы все преграды, если бы не новое, непредвиденное несчастье. Началась Великая война с гиксосами, и военачальники великого царя были отрезаны в пустыне вместе со всеми своими лучниками и всадниками. Племена пастухов наводнили наши земли, словно саранча в засушливый год. От пустыни Шур до самого большого горького озера днем лилась кровь, а ночью бушевали пожары. Аварис был главным оплотом Египта, но мы не смогли сдержать натиск дикарей. Город пал. Наместник и воины были преданы мечу, а меня вместе со множеством других увели в плен. Долгие годы я пас скот на бескрайних равнинах у реки Ефрат. Мой хозяин умер, его сын состарился, но я все так же был далек от смерти, как и прежде. Наконец я бежал на быстроногом верблюде и пробил себе путь назад в Египет. Гиксосы уже прочно обосновались на завоеванных землях, и страной правил их собственный царь. Аварис был стерт с лица земли, город сожжен, от великого храма не осталось ничего, кроме уродливого холма. Повсюду гробницы были разграблены, а памятники уничтожены. От могилы моей Атмы не осталось и следа.
Ее погребли пески пустыни, а пальмы, некогда отмечавшие это место, давно исчезли. Бумаги Пармеса и остатки библиотеки храма Тота были либо уничтожены, либо развеяны по сирийским пустыням. Всякие поиски были напрасны. С того времени я оставил всякую надежду когда-либо отыскать кольцо или разгадать секрет этого тонкого снадобья. Я решил жить настолько терпеливо, насколько возможно, пока действие эликсира во мне не иссякнет само собой. Но как вам понять, насколько ужасен груз времени, вам, чья жизнь ограничена лишь узким отрезком между колыбелью и могилой? Я же познал это на собственной шкуре, я, чья жизнь пронеслась сквозь весь бурный поток мировой истории. Я был уже стар, когда пал Илион. Я был глубоким стариком, когда Геродот прибыл в Мемфис. Мои плечи были согбены бременем лет, когда на землю пришло новое Евангелие. И все же вы видите меня почти таким же, как и остальные люди, ведь проклятый эликсир все еще очищает мою кровь и оберегает меня от того исхода, к которому я так страстно стремлюсь. И вот теперь, наконец-то я подошел к концу. Я побывал во всех землях и жил среди всех народов. Любой язык для меня звучит одинаково. Я выучил их все, просто чтобы хоть как-то скоротать это томительное время. Мне нужды нет рассказывать вам, как медленно тянулись эти века, долгий рассвет современной цивилизации, мрачные средние века, темные времена варварства. Теперь все это осталось позади. Я ни разу не посмотрел с любовью ни на одну другую женщину. Атма знает, что я остался верен ей одной. Я завел себе за обыкновение читать все, что ученые писали о Древнем Египте. Я бывал в самых разных обстоятельствах, порой утопал в роскоши, порой бедствовал, но у меня всегда находилось достаточно средств, чтобы покупать журналы, в которых обсуждались подобные вопросы. Около 9 месяцев назад я находился в Сан-Франциско, когда мне на глаза попался отчет о некоторых открытиях, сделанных в окрестностях Хавариса. При чтении сердце мое буквально подпрыгнуло к горлу. Там говорилось, что археолог занимался исследованием недавно обнаруженных гробниц. В одной из них нашли нетронутую мумию, надпись на внешнем саркофаге которой гласила, что внутри покоится тело дочери наместника города времен Тутмоса. Там добавлялось, что, когда сняли внешнюю крышку, на груди забальзамированной женщины обнаружили массивный платиновый перстень с хрусталем. Вот, значит, где Пармес спрятал кольцо Тота. Он имел все основания утверждать, что оно в безопасности, ведь ни один египтянин никогда не осквернил бы свою душу, сдвинув даже внешнюю оболочку гроба погребенного друга. В ту же самую ночь я выехал из Сан-Франциско, и через несколько недель снова оказался в Аварисе, если только несколько песчаных холмов и рушащихся стен вообще могут сохранять имя этого великого города. Я поспешил к французам, которые вели там раскопки, и спросил у них про кольцо. Они ответили, что и кольцо, и мумия уже отправлены в Булакский музей в Каире. Я поехал в Булак, но лишь для того, чтобы узнать, что Марит Бей затребовал их и переправил в Лувр. Я последовал за ними, и там, наконец, в египетском зале, спустя без малого 4000 лет, я вновь обрел останки моей Атмы и кольцо, которое искал так долго. Но как мне было наложить на них руки? Как сделать их своей собственной, личной вещью? По счастливой случайности место смотрителя оказалось свободным. Я пошел к директору. Я убедил его, что много знаю о Египте. В своем рвении я наговорил лишнего. Он заметил, что профессорская кафедра подошла бы мне куда больше, чем место в консьержке. По его словам, я знал больше, чем он сам.
И только начав нарочно ошибаться, заставив его поверить, что он переоценил мои знания, я сумел добиться от него разрешения перевести те немногие вещи, что у меня оставались, в эту каморку. Это моя первая и моя последняя ночь здесь. Такова моя история, мистер Ванситард Смит. Мне незачем говорить больше человеку вашей проницательности. По странной случайности этой ночью вы узрели лицо женщины, которую я любил в те далекие времена. В витрине лежало много колец с хрусталем, и мне пришлось проверять их на платину, чтобы убедиться, что я нашел именно то, которое мне нужно. Одного взгляда на хрусталь мне хватило, чтобы понять, жидкость действительно внутри него, и я наконец-то смогу сбросить с себя это проклятое здоровье, которое стало для меня хуже самой гнусной болезни. Мне больше нечего сказать вам. Я облегчил свою душу. Вы можете рассказать мою историю или умолчать о ней, как вам будет угодно. Выбор за вами. Я должен принести вам свои извинения, ведь этой ночью вы были на волосок от смерти. Я был в отчаянии и не потерпел бы, чтобы мне помешали. Если бы я заметил вас до того, как все было кончено, я бы лишил вас возможности противостоять мне или поднять тревогу. Вот дверь. Она ведет на улицу Рю-де-Риволи. Доброй ночи. Англичанин оглянулся назад. На мгновение худощавая фигура египтянина Созры застыла в узком дверном проеме. В следующий миг дверь захлопнулась, и тяжелый, скрежещущий звук задвигаемого засова нарушил тишину безмолвной ночи. На второй день после своего возвращения в Лондон мистер Джон Ванситард Смит прочитал в парижской колонке газеты «Таймс» следующее краткое извещение. Странное происшествие в Лувре. Вчера утром в главном восточном зале было сделано странное открытие. Рабочие, нанятые для утренней уборки помещений, обнаружили одного из смотрителей лежащим мертвым на полу, обняв одну из мумий. Его объятия были настолько крепкими, что их удалось разъединить лишь с огромным трудом. Одна из витрин, содержащая ценные перстни, была вскрыта и опустошена. Власти полагают, что этот человек пытался унести мумию с намерением продать ее частному коллекционеру, но был сражен в самый момент преступления давним пороком сердца. Говорят, что он был человеком неопределенного возраста и эксцентричных привычек, без каких-либо живых родственников, которые могли бы оплакивать его столь драматический и безвременный конец.